Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на канале Клубок Желаний. Я вяжу вот такие замечательные новогодние носочки в технике жаккард. Узор жаккарда елочки. Он совершенно несложный, с ним справится даже начинающая рукодельница. Но мастер-класса на жаккард не будет. На подобные носки, но только мужские, я делала описание. Описание находится на моем канале на Дзен в свободном доступе. Если вы хотите связать подобные носочки себе, то переходите под видео, есть все ссылки и вяжите с удовольствием. После вязания мужских носков у меня осталось достаточно пряжи. Я решила связать подобные носочки, но поменьше для себя. И в прошлом видео я вам показывала, как я вяжу вот такую пяточку. Это обычная пятка подкова, но связана необычным способом. Посмотрите, как выглядят убавки. Их совсем не видно. Если вы не посмотрели предыдущее видео, обязательно переходите. В нем я рассказала, сколько петель нужно взять для вязания пяточки, сколько связать пятку в высоту, как вывязать вот такую необычную чашку и как посчитать, сколько кромочных петель у вас должно получиться. А в этом видео я вам покажу, как поднять петли из кромочных петель, как провязать вот в этом месте, чтобы минимизировать дырочку. Затем перейдем на вязание по кругу и будем делать убавки вот в этом месте на стыке верха носка и пяточки. Это место называется клин подъема. Я люблю вывязывать вот такой клин подъема. Посмотрите, как аккуратно он выглядит. И в этом видео я вам покажу, как я его вяжу. На носок я набирала 52 петли, 26 петель взяла на пятку, 26 петель осталось сверху носка, пятку в высоту связала 26 рядов, и у меня получилось по 13 кромочных петель с каждой стороны. После вывязывания чашки на спицах осталось 16 петель. Я вяжу вот на таких гибких чулочных спицах, и в наборе их 3. Но для того, чтобы я ничего не загораживала рукой, вам было все понятно, я возьму еще одну дополнительную спицу. Но обычно мне вполне хватает 3 спиц, чтобы связать весь носок. Если вы будете вязать на обычных чулочных спицах, то 5 спиц вполне вам хватит. Я сейчас буду поднимать петли из кромочных петель, и обычно я поднимаю петли только из одной дужки кромочной петли, из той, которая находится ближе к изнаночной стороне. Я не люблю поднимать петли за обе дужки кромочной петли, потому что так получается немножко грубее. Если мы будем поднимать только из одной дужки кромочной петли, то вот так будет выглядеть это место. Видите, здесь никакого уплотнения нет. Но если мы будем поднимать за обе дужки кромочной косы, как в этих носках, по-другому я просто не могла сделать по узору, и у нас получается вот такое утолщение. Когда мы вяжем из тонкой пряжи, не особо это место чувствуется, но когда мы вяжем из толстой пряжи, то эта кромочная коса может даже немного выпирать и мешать. Поэтому я люблю поднимать петли только из одной дужки кромочной косы. Перед тем, как поднимать петли из кромочной косы, нам необходимо правильно найти первую кромочную петлю. В предыдущем видео я вам показывала, как я это делаю. Если вам сейчас что-то будет непонятно, то переходите в предыдущее видео и посмотрите еще раз. Я нахожу ниточку, которая располагается между верхом носка и пяточкой. И эта нить уходит на пяточку, образуя петлю. Посмотрите. Это не кромочная петля. Это петли, которые были на спицах при вязании в круговую, до того, как мы перешли на вязание пятки. Следующая петля – это кромочная. Я ее подхватываю и вот так нанизываю все петли на спицы. Подхватываю только одну дужку кромочной петли. У меня должно получиться 13 кромочных петель, потому что в высоту пятку я вязала 26 рядов. Давайте вместе проверим. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 петель у меня получилось. Вот смотрите.
И теперь из каждой кромочной петли мне нужно поднять по одной петле. Я вяжу достаточно плотно, поэтому у меня кромочные петли не растянутые. Я буду как будто провязывать лицевую петлю за заднюю стенку петли. Вот так. Как будто все петли я провязываю лицевыми за заднюю стенку петли. Если вы вяжете слабо или кромочные петли у вас растянутые, то нужно провязать так, чтобы петля была скрещенная. У меня обычно последние 2 петли растянутые, и сейчас дойду до конца и покажу, как я это делаю. Вот мои растянутые петли. Я подхватываю петлю за переднюю стенку петли, вот так, и провязываю скрещенной лицевой петлей. И вторую петлю также провязываю за переднюю стенку. Провязала я 13 петель. Вот так аккуратно получается. С изнаночной стороны тоже выглядит все аккуратно. Но если мы сейчас перейдем на вязание по кругу, то у нас в уголке получится большая дырка. Чтобы ее не получилось, нам нужно еще одну петлю поднять где-нибудь из уголка. Есть разные способы, как поднять эту петлю, но я вам покажу сейчас способ, который, мне кажется, подойдет для начинающих вязальщиц. Он максимально скрывает дырочку, и мне кажется, он должен получиться у всех. Нам нужно найти петлю вот здесь в уголке. Вот ниточка между верхом носка и пяточкой, и петля, которая уходит на пятку. Вот она. Вот видите, петелька. Нам нужно ее подхватить за обе стенки петли. Можно взять дополнительную спицу, вот так подхватываю. Я надеюсь, видно. Вот ниточка, и вот она уходит, петля, на пятку. Подхватываем эту петлю за обе стенки петли. Она может быть растянутой. Вот смотрите, я хорошенько ее растяну, чтобы вам было видно. Вот. Подхватываем эту петлю за обе стенки петли, вот так. И через нее провязываем еще одну петлю. Провязывать я буду за передние стенки петли. Подхватываем петлю за передние стенки и провязываем лицевую петлю. Вот смотрите, что у нас получилось. Далее вяжем по кругу. Мне нужно провязать по верху носка 26 петель. Вначале здесь хорошенько подтягиваем 2 петельки. С этой стороны мы также должны поднять одну петлю из уголка, чтобы не было дырочки, и 13 кромочных петель. Давайте сначала найдем ту петлю, из которой мы будем поднимать в уголке. Вот нить, которая находится между верхом носка и пяточкой. Вот посмотрите, какая она у меня растянутая. Но несмотря на это, дырочки здесь не будет. Эта нить уходит на пятку и образует петлю. Вот эта петля. И из этой петли мы будем провязывать петлю из уголка. И еще будем провязывать 13 кромочных петель. Вот первая кромочная петля, я ее вот так на спицу надеваю. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, 11, 12, 13. И следующая это вот эта петля растянутая. Нам эту петлю нужно подхватить за обе стенки петли. Вот так я набрасываю ее на спицу и провязываю ее скрещенной лицевой петлей за заднюю стенку. Вот так. Хорошенько подтягиваем. Смотрите, как плотно все получается. И дальше из каждой кромочной петли поднимаем по одной петле. У меня в начале спицы всегда 2 петли растянутые, поэтому я буду провязывать за задние стенки петли как будто скрещенную петлю. Первая, вторая. Дальше обычно петли у меня плотные, и можно провязывать за передние стенки петли. Провязываем все 13 кромочных петель.
И обычно у меня еще последняя петля растянутая. Я ее провяжу за заднюю стенку петли. Вот так. Итак, у нас с этой стороны получилось 13 кромочных петель плюс 1, 14 кромочных петель. Здесь также 14 кромочных петель. И по центру после вязания чашечки у меня осталось 16 петель. То есть всего у меня сейчас сзади 44 петли. Спереди у меня было 26 петель. То есть всего у меня сейчас 70 петель. И мы будем вязать по кругу, делая убавки вот здесь в клине подъема. Для того, чтобы у нас получился вот такой клин подъема. Первую убавку мы делаем с этой стороны. Следующую убавку мы делаем вот с этой стороны. Я сейчас повешу маркер, чтобы вам было виднее. Сейчас я спицу довяжу до середины пяточки. И середину пяточки будем считать началом ряда. Но не принципиально, где у нас начало ряда. Главное, что первую убавку мы делаем с этой стороны, а следующую убавку мы делаем с этой стороны. Мне сейчас нужно провязать все петли лицевыми, не довязывая до конца спицы 2 петли. Здесь делаем убавку с наклоном влево. Для этого мне нужно перевернуть 2 петли так, чтобы они стояли левыми стеночками вперед. Вот так. И провязываю 2 петли вместе за задние стенки. У меня получилась убавка с наклоном влево. Дальше вяжу все петли верха носка. У меня 26 петель. С этой стороны мы провязываем в начале спицы 2 петли вместе с наклоном вправо за передние стенки петли. Вот так хорошенько подтягиваем. Дальше вяжем лицевыми петлями. По одной петле с одной и с другой стороны мы убавили. Далее следующий ряд вяжем по кругу без убавок. И так мы будем делать убавки в клине подъема через ряд. Один ряд с убавками, другой ряд без убавок. Провяжите один ряд без убавок самостоятельно и встретимся с вами, когда будем делать второй ряд с убавками. Ряд без убавок я провязала. Следующий ряд вяжем с убавками. Как определить, сколько убавок вам нужно сделать? После того, как я подняла петли из кромочных петель, у меня всего на спицах было 70 петель. Убавки в клине подъема делаем до тех пор, пока у нас на спицах не останется первоначально набранное количество петель. Я на носок набирала 52 петли, значит мне нужно убавить 18 петель. Так как мы в ряду делаем 2 убавки, одну убавку с одной стороны и одну убавку с другой стороны, значит с каждой стороны у меня должно получиться по 9 убавок. Вяжу следующий ряд с убавками, провязываю все петли лицевыми до конца спицы, не доходя 2 петли. С этой стороны я делаю убавку с наклоном влево, значит я 2 петли должна перевернуть. Вот так, чтобы они стояли левыми стеночками вперед, и провязываю 2 петли вместе за задние стенки. Получаем убавку с наклоном влево. Далее вяжу все петли по верху носка.
Следующую убавку делаем в начале спицы, провязываем 2 петли за передние стенки, получаем убавку с наклоном вправо. Здесь хорошенько подтягиваем, вяжем лицевыми петлями до конца спицы и следующий круговой ряд вяжем без убавок. В этом ряду мы убавили еще 2 петли. Провяжите следующий ряд без убавок самостоятельно. 2 ряда с убавками мы провязали, и с каждой стороны мы убавили по 2 петли. Вяжем третий ряд с убавками, провязываю все петли лицевыми, не доходя до конца спицы 2 петли. В конце спицы 2 петли провязываем вместе с наклоном влево, разворачиваю 2 петли левыми стеночками вперед, провязываю их за задние стенки, и у нас получается третья убавка с этой стороны. По верху носка провязываем все петли лицевыми петлями. Делаем третью убавку с этой стороны, провязываем 2 петли вместе за передние стенки лицевой петлей. У нас получается убавка с наклоном вправо. Далее провязываем все петли лицевыми. И следующий круговой ряд вяжем без убавок. Провяжите следующий ряд самостоятельно. Вот такой клин подъема у вас должен получиться. Никаких дырочек в уголке нет. Кромочные все ровные, аккуратные с одной стороны. С другой стороны также никаких дырок нет. С изнаночной стороны нет уплотнения. Далее вяжем по кругу, делая убавки в клине подъема до тех пор, пока на спицах не останется первоначальное количество петель. В моем случае это 52 петли. И у меня в клине подъема получается по 9 убавок. Если вам видно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вот такой красивый аккуратный клин подъема у вас получится. Если вам понравилось вязать вместе со мной, то, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии. И я жду вас снова в гости ко мне на канал Клубок желаний.